Короткий ноябрьский день. Гусь не шел на профиль, не реагировал на манок, осторожный, зоркий. Но Сергей с Владимиром не просто ждали удачу, они полагались на правильное чувство птицы. Незаметно меняли позиции, улавливали направление ветра, и нужные моменты пришли. Несколько серых гусей – результат терпения, опыта и интуиции охотников. В этот раз они снова вернулись домой с добычей. Именно ради таких дней мы и выходим на охоту. Осенняя охота на гусей в Германии. Предлагаем вам это видео прямо сейчас. Было раннее утро, когда Сергей вместе со своим товарищем Владимиром, таким же заядлым гусятником, прибыли в охотхозяйство. По сообщению хозяина участка, на его озимом поле днем собиралось небольшое количество перелетного гуся. Еще в темноте охотники расставили перед собой и позади чучела, после чего приступили к зарядке оружия и маскировке. Красавчик! Готовимся к утреннему лету. Все? Готов? Yeah. Лицо покажи. О, ну... Да. Мешать будете? Не выстрелить? Нормально. Нормально? Ну... Друзья, мы разместились, замаскировались как могли, а точнее одели маскировочные костюмы и в заброшенной канаве тут трава какая-то высокая, сорная, вот в сорняке сидим, расставили поле впереди нас, расставили чучела спереди, сзади. 7 часов утра, ожидаем гуся, пока тихо, даже не слышали голоса, как он клюкает. Но хозяин сказал, что гусь есть, сидит на этом поле. Мы вот на эту точку выдвинулись, разместились. Ну, надеемся, что что-то увидим, услышим, а может быть даже и стрельнем. Вы меня не видите, потому что маскировка идеально. Да. Вы только слышите мой голос. Хорошая маскировка. Будем посмотреть, как в Германии говорят. Масхалат распушил. Да. Удачи, Сергей. Да. Удачи нам. Вот напугался. Понял? Первыми на кормежку, как ни странно, вылетели журавли. Чуть-чуть вот сюда. Нет? Так, не надо. Сергей. Это... Подлетая к охотникам, журавли обнаружили их еще на подходе. Да? Сергей решил улучшить маскировку, добавив вокруг засидки несколько кустов сорняка. Пофиг ему профиля, да? Когда рассвело, первые косяки гуся показались на вылете с озера. Серый. Че, перебегать будем? Перебегать будем? Давай впереди, Володя. Впереди посадок. Он туда пойдет весь. Сейчас, если он будет подлетать... А уже поздно, он уже... Это серый, его мало. А? Это серый. Его мало. Сейчас весь туда полетит. Пойду я выдвинусь. Туда. Вроде как сюда даже. К сожалению, птица шла на предельной высоте и не реагировала ни на манок, ни на чучело. Не шевелись. Он ломается. Поэтому охотники решили попробовать взять птицу на пролете. Бьем.
Так, я промазал. А что, он не упал это? Не, Да ну. да. В этот раз после выстрелов Да, получился пошел. подранок, которого еще они садись. планировали добрать позже с помощью собаки. Смещается. Не хочет на профиля. Так вот, серый гусь. Казарки нет. Осознав, что основной пролет проходит не там, где они ожидали, Сергей решил сменить позицию, тогда как Владимир остался у расстановки чучел. Позднее эта тактика оправдала себя и показала, что решение было правильным. Одиночным выстрелом Сергей добыл первого гуся. С почином. Перебравшись через мелиоративную канаву, он выбрал более скрытное и удобное место для ожидания птицы. Тем временем вылет гуся продолжался. Стаи то кружили над кормовым полем, то уходили в сторону посадок. Налет на Владимира. И он не упустил свой шанс, взяв одиночного гуся на подлете к профилям. Володя 2 штук взял. К сожалению, на такой дистанции даже у мастеров спорта международного класса по стендовой стрельбе случаются промахи. И вот, наконец, долгожданный налет прямо в лоб охотнику. Такой редкий шанс нельзя было упустить. Ха-ха! Вот оно, 3 штуки вывалил. 3! На этот раз стрельба удалась, и теперь оставалось быстро подобрать битую птицу. Вот они, красавцы. 2 штуки. Там еще один через канал лежит, но мы его потом подберем. Не хочется прыгать сейчас. Посидим еще. Может, лед только начался? Далеко. Далеко. Гуси продолжали искать место для кормежки, перелетая с одного поля на другое, но так и не налетали ни на Сергея, ни на Владимира на уверенную дистанцию выстрела. Прошли мимо. А может, окружит? Охотники терпеливо ждали свой 100% шанс, чтобы больше не допускать промахов и подранков. Летаю. Будет стрелять? Не будет?
Не налетает ни на него, ни на меня. Поздние вылеты птицы проходили уже на еще большей высоте, совершенно недосягаемой для результативного выстрела. И вот, пока Сергей наблюдал за высоко пролетающими гусями, в этот момент на Владимира, точнее, на выставленный низом чучело, налетела группа сериков. Он не упустил шанс и взял еще один желанный трофей. Молодец, Владимир! С полем! На этой охоте серый гусь вообще вел себя неспокойно. Долго не мог определиться с местом кормежки, перелетал от поля к полю, кружил, снижался и тут же уходил обратно на озеро. Вероятно, такое поведение связано с периодом, предстоящим отлетом дальше на зимовку. Серый гусь зимует в Европе, преимущественно в Нидерландах, либо продолжает миграцию дальше, до Великобритании. Да, очень большой косяк, но он еще кружит вон там. Вроде как и сюда идет. Охота продолжалась, но даже усиливающийся ветер, который обычно сопутствует удачной гусиной охоте, в этот раз не помогал. Птица не опускалась со стратосферной высоты. Володе не понравились предстоящие. Владимир еще раз проконтролировал расстановку чучел, так как из-за сильного ветра некоторые из них могли упасть, а это недопустимо. Как по мне, так замечательно они стоят, наши профиля, очень хорошо. Видно, как живые. Сергей с полем, молодец. Спасибо, друг. Добыл за раз, бам-бам-бам на одного. Я что хочу тебе сказать, ты Да. тоже последний, вообще просто супер. Да, Супер. красивый был. Крыло ему Гусь, чуть-чуть хорошо. перебил. Ага. Вот, ну, по-моему, молоденький, да? Небольшой такой. Ну, А да, этому в Уже- грудь попал. это уже побольше. Да, ну, тоже не, это тоже молоденький. А это Да, уже, вот на общий, на общак, это наш, по-казахски, да? да. На общак. Хорошие какие, Это видишь? все буквально за каких-то полчаса. Полчаса. Да. А так гуся нет. А так В гуся этом мало. районе. Мало. Вон, смотри, тоже над озером. Смотри. Да. А ты знаешь, я в бинокль смотрел, вот туда вышло влево много. Над лесом, за лесом туда. Но это, наверное, не серый. Серый вышел вот на нас. Остатки. Над полем прошел косяк северного, тундрового гуся-гуменника. Эта птица запрещена к отстрелу почти во всех федеральных землях Германии. Гусь летит. Иногда так по воронам стреляешь. Обоснуй. Почему? Легко. Люблю охоту на зайца, на фазана, на утку. И в ревире только тогда будет дичь, я имею в виду вот Нидервильд, если хорошо отстреливать ворон, лис. В прошлом году я да, 30, Сколько ты добыл? 31 лису я 31? добыл. 31, да. И, Молодец. где-то 4 барсука, Ага. несколько куниц и ворон, ну не знаю, наверное 15-20, наверное, я стрельнул точно. Мгм. Ну что, поздравляю, тоже нужно хищников. Нужно. Да, это работа. раубвильд это хищная дичь Конечно. по-русски. У нас зрители, косульки пришли посмотреть.
как мы охотимся. Мы тут стреляем, а они все равно кормятся, ветер от них не слышат. Вот еще пара. О, косуля эту ворону прогнала, что ли, прям побежала на ней. Для поиска подранков охотники пригласили хозяев охотхозяйства вместе с собакой. Кира, так зовут собаку, опытная ищейка. Сначала она тщательно обследовала расстановку чучел, а не обнаружив там ничего, ринулась в свободный поиск. Ближе к обеду на озеро начали подходить большие косяки гуменника, а вот белолобый гусь так и не показывался. Ja, die haben ihre eigenen Pläne. Ja. Hol die mit den Dings, die Maisstoffe. На этом участке охотхозяйства имеется очень большая популяция европейской косули. Сергей ежегодно удачно охотится здесь, в конце апреля или мая, на трофейного самца. Гуси все еще летали по своим делам, но друзья решили завершать охотничий день. Подожди, вертикально. Да. Намордник сними. По традиции, они сделали небольшую фотосессию, несколько снимков на память. Все подранки и неподнятые птицы были успешно найдены Кирой. Вот так она, охота. Не говори. Это не так стрельнул, фотки сделал. Еще надо распотрошить, обсмолить. Работы много. Ну, вот это, наверное, одиночка, да, ты, которую Не знаю. вот это вот. Владимир сразу же приступил к обработке добытых гусей, а Сергей в это время собирал и упаковывал чучело. Провел натурные испытания дробового патрона Клевер Мираж с стальной дробью 2.0 на 50 метров. Патрон позиционирует себя как Магнум, 36 грамм, стальная дробь 2.0. Повторю еще, это 50 метров. Неплохая достаточно на полтинник. Можно стрелять. Видео про этот дальнобойный патрон Сергей выкладывал ранее, а ссылку можно найти в описании. Татьяне, привет. Спасибо. Легко перекусив, друзья начали собираться в обратный путь. Конечно, Сергей с Владимиром рассчитывали на более высокий результат, но северный гусь еще не подошел, а местный серый гусь был крайне осторожным. Он прекрасно знает все особенности местности и редко допускает такие ошибки, как близкий налет на охотника. Но в любом случае, это было прекрасное время, проведенное на охоте, полное эмоций и впечатлений. Как говорят охотники, время, проведенное в угодьях, не идет в зачет прожитой жизни. Подписывайтесь на канал Сергея, ставьте лайки, если понравилось. Приветствуются конструктивные комментарии. До новых встреч на охоте!